Прошедшая неделя была максимально горячей для рынка крипты, ведь всего лишь за 7 дней мы с вами увидели, как обанкротилась вторая криптовалютная биржа мира FTX, как монета Solana из топ-10 потеряла 70% своей стоимости, ну и конечно же нельзя забыть про биткоин, цена которого упала до 15 тысяч долларов. А это на секундочку самая низкая цена, и последний раз мы ее видели в далеком 2020 году. И стоит отметить, что такой паники на рынке мы не видели со времен краха Terra Luna 5 мая. Конечно, когда инвесторы осознают, что вторая биржа мира имеет ничем не подкрепленный токен и большие проблемы с платежеспособностью, доверие к рынку просто исчезает, а сомнения насчет какого-либо будущего крипты становятся все больше. Поэтому в этом видео мы подведем итоги прошедшей недели, разберем, что нас будет ждать на следующей, и сегодня вы узнаете, как обанкротилась вторая криптобиржа мира, почему популярная монета Solana находится на грани краха, сможет ли биткоин дойти до 10 тысяч долларов и что будет с криптовалютой. Всем привет, с вами Влад и вы на канале Coin22. Хочу сказать, что только благодаря вашим лайкам и подпискам мы выпускаем видео гораздо чаще и лучше. Так что перед просмотром поставьте видео лайк и подпишитесь на наш телеграм-канал, где мы ежедневно публикуем для вас самые свежие крипто-новости. Ведь создать видео на YouTube занимает много времени, а в телеграм мы 24/7 на связи, чтобы вы всегда знали, что происходит с криптой. Так что если ты еще не там, обязательно переходи. Заранее каждому спасибо, а мы начинаем. Первое, что бы я хотел сделать, это для тех, кто, может, не особо следил за происходящим, тезисно пробежаться по хронологии главных событий и последних новостей с биржи FTX, после которых и начался весь этот криптохаос. Ни для кого не секрет, что на протяжении последних 2 недель рынок показывал восстановление, и, как говорится, ничего не предвещало беды, но 2 ноября произошла утечка данных о балансе фирмы Alameda Research, основанной гендиректором FTX Бэнкманом Фридом. Слив данных заключался в том, что основная часть баланса фирмы состояла из тех самых токенов FTT, а именно из 14 миллиардов фирмы 5 миллиардов составляли токены FTT. Такие данные привели к подозрениям, что Alameda имеет прямое отношение к FTX. Поначалу особых значений этому не придали, но 5 ноября Вэлл Элорд предупредил своих пользователей о том, что почти 23 миллиона FTT на сумму 500 миллионов долларов с неизвестного кошелька перешли на Binance, после чего многие начали переживать, что в скором времени все эти монеты могут начать продавать. Чтобы успокоить панику, 6 ноября гендиректор Alameda заявила, что слитые в сеть балансы не отображают всю историю активов компании. Возможно, эти заявления некоторых инвесторов успокоили, но только не Binance, из-за чего в тот же день Чанпен Чао сказал, что Binance будет избавляться от всех токенов FTT с целью минимизировать риски биржи, а CZ подтвердил, что те 23 миллиона монет FTT именно они перевели на Binance, чтобы начать их продавать. И после этих жестких заявлений от CZ события начали развиваться быстрее, чем Do Kwon бежал из Южной Кореи. Сначала Alameda предлагала выкупить все токены Binance по 22 доллара за штуку, но CZ сразу же дал отказ. FTT начал постепенно снижаться в цене, а инвесторы приступили судорожно выводить деньги с биржи FTX, после чего столкнулись с ограничением по выводу. Кудрявый Сэм успокаивал всех своими твитами, что у FTX все хорошо и деньги есть, но потом эти твиты удалил по понятным всем причинам. До 8 ноября токен FTT уже потерял почти 20% стоимости, а биржа с каждой минутой теряла тысячи пользователей. И самая жара началась 8 ноября, когда все начали более-менее понимать, что происходит, и монета биржи FTX улетела на 80% вниз. Всю эту патовую ситуацию понял и сам Бэнкман Фрид, после чего в отчаянии обратился за помощью к Binance и заявил о стратегической сделке. Об этом также написал и сам CZ, что Binance готова полностью приобрести FTX. Казалось бы, выход из ситуации найден, все вроде бы немного успокоились, и даже крипта начала немного восстанавливаться. Но через день CZ принес печальную весточку, что никакой сделки не будет, и FTX они не купят. Это окончательно поставило точку, после чего рынок начал не просто падать, а лететь со скоростью света, пробивая новые минимумы, потому что биткоин доходил до 15 тысяч долларов. И согласитесь, чувствуется некое дежавю, как будто мы это уже видели, только вместо FTX была Terra Luna, а вместо Бэнкмана Фрида старый добрый Do Kwon. Так вот, ситуация похожа вплоть до печальных планов спасения, ведь Бэнкман Фрид тоже заявил, что может все решить, только для этого ему нужно 8 миллиардов долларов, и все потери и
проблемы будут закрыты. Честно говоря, за такую сумму, думаю, и я решил бы много проблем, но, конечно же, ни $1000 он не получил. И 10 ноября, понимая, что его корабль под названием FTX пошел ко дну, Кудрявый написал: «Извините, я облажался и должен был сделать больше». На сегодняшний день, спустя большое количество блокировок счетов, замораживания активов FTX, отстранений от сотрудничества и начала разбирательств от регуляторов, FTX подает заявление о банкротстве. В документах о банкротстве говорится, что FTX и Alameda Research имеют обязательства на сумму от 10 до 50 миллиардов долларов, но при этом их казна полностью пуста и платить нечем. Это то чувство, когда даже 8 миллиардов не помогут, потому что Бэнкман-Фрид буквально за один день потерял 94% своего капитала. Сейчас он абсолютный банкрот, и если у вас на балансе есть хотя бы $1000, можете считать себя богаче Кудрявого Сэма. После заявлений о банкротстве Сэм подал в отставку, оставив расхлебывать всю эту заваренную кашу своему сотруднику Джону Рэю. Собственно, вот такую точку ставит вся эта история на данный момент, и нетрудно догадаться, что ситуация в лучшую сторону никак не изменится, а будет только ухудшаться. Ведь мы с вами увидели, как за одну неделю топ-биржа номер 2 была полностью уничтожена. Но сами понимаете, что это событие не могло пройти без каких-либо последствий, особенно для криптовалют, которые имеют отношение к FTX. Конечно же, речь идет о Solana, потому что эта монета находится на грани полной ликвидации, ведь за ту же неделю она потеряла 70% своей стоимости и вылетела из десятки лучших монет. Так что давайте подробнее разберем, чем нас будет удивлять эта криптовалюта в ближайшие дни. На протяжении многих лет Solana активно поддерживала FTX и помогала ей завоевать популярность. В частности, Solana также является вторым по величине холдингом для Alameda, на долю которого приходится, на секундочку, около 10% рыночной капитализации Solana. Это вызвало дикое опасение, потому что если FTX соберет такое количество Solana, многие предполагали, что биржа будет уделять приоритетное внимание своим собственным токенам, убивая цену Solana. Дополнительные опасения начались после информации о разблокировке Solana на $1 миллиард и возможных шансов ее продажи в течение 48 часов. Однозначно, судя по снижению цены, какая-то часть была уже продана, и инвесторы это сделали, чтобы избежать больших убытков. В придачу к этому заемщики Solana на грани от ликвидации на сумму $40 миллионов. Но директор Solana Анатолий Яковенко решил успокоить инвесторов и написал в Твиттере, что у Solana Labs не было никаких активов на FTX, поэтому у нас все еще есть потенциал взлетно-посадочной полосы. А директор Dexterity Capital добавил, что Solana вероятнее больше страдает от своей прямой связи с FTX в данный момент, чем от каких-либо мрачных долгосрочных перспектив. На самом деле так и есть, ведь проблема для Alameda заключается в том, что 75% Solana компаний были заблокированы и не могли быть немедленно ликвидированы. В дополнение к тому, что компания уже продала много монет, предполагается, что у компании все еще есть более 19,5 миллионов Solana, которые, по мнению аналитиков, будут выброшены на рынок, когда вывод доли будет завершен. Если те аккаунты, которые были приписаны Alameda, действительно продают Solana на рынке, то в Solana будет примерно $332 миллиона, которые нужно будет куда-нибудь спихнуть. Это было бы огромным давлением продаж, и теоретически это может спровоцировать новое дно ниже $12, которое мы уже наблюдали. Было бы легко указать на проблему, вызванную Alameda Research и FTX, и сказать, что сейчас самое время купить Solana, потому что принудительные продажи со стороны Alameda в конечном итоге прекратятся. Но реальность такова, что сетевые показатели на Solana очень плохие, уже несколько месяцев подряд. Реальный объем снижался в течение всего года. Это свидетельствует об общем отсутствии интереса к сети. Частично это снижение объемов может быть связано с коллапсом покупателей и продажи NFT, который произошел в середине октября. К тому же следующая неделя для Solana будет очень важной, поскольку нам придется увидеть разблокировку 2,5 миллионов новых монет Solana, которые выйдут в обращение, что повлияет на снижение цены и потенциальные продажи на вторичном рынке. Следовательно, из-за давления от продаж, рекордно низкой активности в сети, массовых ликвидаций от валидаторов, ну и само собой подорванного доверия инвесторов, увидеть восстановление цены Solana будет очень тяжело, а продолжающиеся качели от FTX могут только усугубить ситуацию еще больше. Если рассмотреть в целом влияние краха FTX на рынок крипты, то довольно активное движение мы увидели после заявления Сэма о банкротстве. Рынок криптовалюты потерял свою рыночную капитализацию в $1 триллион, упав на 18,3% до 800 миллиардов. Но больше всех интересует, конечно же, цена биткоина, которая на днях ставила свои минимальные рекорды. Биткоин упал примерно на 7% до $16 300 после банкротства FTX и на 25% начиная с понедельника. Хотя стоит отметить, что после публикации IPC, который вырос на 0,4% в октябре, чем ожидалось, биткоин быстро прибавил $1500 или около 10% за несколько минут после отчета. Ведь опубликованные данные дают нам надежды на снижение инфляции, после чего ставки ФРС вероятнее всего начнут
начнут понижать. Дополнительно на рост повлиял индекс доллара США, который упал на 2% и подтолкнул цены на криптовалюту вверх. Но это были короткие отскоки, которые глобально ситуацию не изменили. Сейчас же биткоин пытается торговаться в диапазоне от 16 до 18 тысяч. И самое интересное, сможет ли он вернуться к своему уровню хотя бы в 20 тысяч долларов? Ведь инфляция как бы уменьшается. За счет того, что сейчас на рынке полная неразбериха, делать прогнозы на ближайшие недели или месяцы достаточно тяжело, так как все по-прежнему зависит от новостей вокруг FTX. Последнюю неделю цены на крипту как шарик для пинг-понга скакали с одной стороны в другую. Вероятнее всего, такая же картина будет наблюдаться и на предстоящей неделе. Сильнее всего пострадало доверие инвесторов, после чего самые популярные биржи начали публиковать свои активы и пытаться доказывать всем, что их активы реальны и подкреплены фиатом. Все очень схоже с историей краха Terra, ведь такие события сильно бьют по доверию инвесторов, и поэтому, чтобы увидеть первые проблески восстановления, нужно немного времени. Например, после падения Terra Luna крипта на протяжении месяца приходила в чувство, искала свои торговые диапазоны и уровни поддержки, так что аналогичную картину мы будем наблюдать на рынке в ближайшее время. И хотел бы сказать, что на данный момент будьте особо осторожны перед открытием сделок, используйте небольшие кредитные плечи и обязательно выставляйте стоп-лоссы и тейк-профиты, ведь риски очень высокие. Думаю, на следующей неделе новостей будет не меньше, чем на этой, поэтому, чтобы их не пропустить, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Вам спасибо за просмотр, поддерживайте видео лайком и все вопросы можете задать в комментариях. Мы отвечаем на каждый. Всем удачи, до скорых встреч!